опасное, дикое и таинственное. Это Конго. Там, где ветры гуляют над каменными уступами, а туманы цепляются за вершины холмов, рождается река, являющая собой символ силы целого африканского континента. Она проложила свой путь почти в 5000 километров, до самого Атлантического океана. Каждая секунда — это 40 тысяч кубометров воды. Больше только Амазонка. Добро пожаловать на канал «Дикая жизнь». Напишите в комментариях, из какого города вы присоединяетесь к нашему путешествию сегодня. Мы отправляемся в путь по одной из величайших рек планеты. На плато Катанга, в самом сердце Центральной Африки, на высоте около 1700 метров над уровнем моря, рождается длинная цепочка ручьев и рек. Соединяя свои воды, они превращаются в великую реку. Конго. Здесь все иначе. Огромные глубины, диковинные представители животного мира, не встречающиеся больше нигде на Земле. И, конечно, опасность, скрывающаяся повсюду. Даже время здесь словно идет по-своему. Ее глубина достигает 220 метров. Но главное, что делает эту реку смертельно опасной, даже не глубина, а то, кто в ней живет. Именно здесь обитает древний, терпеливый, почти невидимый хищник, который пережил динозавров. Мутные болота, медленные протоки и затопленные отмели Конго кишат этими древними хищниками. Иногда достаточно просто остановиться у воды, и неподвижная гладь мутной, цвета кофе с молоком реки вдруг начинает жить. На поверхности появляются тихие круги, и через мгновение из воды медленно выступают глаза и ноздри. Это нильский крокодил. Перед нами один из самых опасных хищников африканских рек. У местных народов есть поверье: если ночью река вдруг затихает, значит, где-то рядом в воде скрывается крокодил. Взрослый нильский крокодил весит больше полутонны и достигает 5 метров в длину. По размерам эти чудовища уступают лишь морскому крокодилу. Огромное тело почти полностью скрыто под водой. Лишь глаза следят за берегом, а мощный хвост едва заметно колышет мутную глубину. Иногда крокодил медленно погружается, и на поверхности остается только тихое бульканье воздуха. Кажущаяся медлительность обманчива. Его главное оружие — это быстрый бросок. Еще мгновение назад вода кажется неподвижной, и вдруг она взрывается всплеском. Удар хвоста, резкое движение челюстей, и добыча оказывается в воде раньше, чем успевает понять, что произошло. Конго не рассказывает все. Она ждет. Но крокодил — лишь часть огромной системы. Тропические леса уходят до самого горизонта. Под густым зеленым пологом деревьев раскрывается разнообразный и пестрый живой мир, полный красоты, тайн и опасностей.
равнины переходят в бескрайние малярийные болота. А джунгли взбираются на древние плато, покрывая их плотным ковром зелени. Заросли бассейна Конго — одни из самых труднопроходимых. Многоярусный полог тропических деревьев почти не пропускает солнечный свет. Под ногами вечные торфяные болота и затопленные леса, где вода стоит почти круглый год. В каждой капле воды, под каждым листом кипит жизнь. Миллиарды живых существ. Воздух наполнен шорохами, стрекотом и движением. Конго — это словно единый живой организм. Здесь, в густых прибрежных зарослях, живет африканский мышиный олень — водяной оленек. Это один из самых скрытных и малоизученных обитателей лесов Центральной Африки. Он невелик, высота в холке около 35 сантиметров. Живет у воды, держится в плотном укрытии. И настолько редко попадается человеку на глаза, что встреча с ним в дикой природе — настоящая удача. Чаще всего он держится у самой кромки воды и питается опавшими плодами и листьями, но на этом его рацион не заканчивается. Оленек может поедать и животную пищу, насекомых, крабов и даже падаль. У самцов есть острые удлиненные клыки, из-за которых это хрупкое существо кажется еще более необычным. Но даже при всей своей осторожности он сам нередко становится добычей хищников. Спасаясь, он ныряет под воду и скрывается в лесных потоках. Для копытного это крайне необычное поведение, и оно делает водяного оленя-крошку одним из самых странных существ. Каждый звук воды и этих тропических джунглей означает чью-то жизнь, биение чьего-то сердца и постоянную борьбу за существование. Но чтобы понять эту природу, нужно научиться ее слышать, быть с ней на одной волне, пропустить через себя ее энергию и звуки, услышать птиц в кронах, прикоснуться к воде, стекающей из чаши огромного листа колоказии. Нужно лишь прислушаться и позволить джунглям рассказать свою древнюю историю. Птицы и обезьяны поедают плоды и разносят семена далеко по лесу. Лес оживает с первыми лучами солнца. В кронах резвятся талапаины, самые маленькие мартышки Африки. Они вырастают не больше 40 сантиметров, живут большими шумными группами и почти никогда не остаются неподвижными. Лесные слоны неспешно прокладывают себе путь сквозь густые заросли. И треск ломаемых ветвей далеко разносится по джунглям. В этой сложной природной системе есть и тот, кто удерживает ее равновесие. Леопард.
Он выполняет роль верховного хищника, контролируя численность обезьян, антилоп и других животных. Пожалуй, это самое знаменитое и титулованное из всех животных этих мест. Великолепный мастер маскировки и настоящий хозяин этих джунглей. Лес в Конго никогда не бывает по-настоящему тихим. Над кронами пролетают попугаи, где-то перекликаются мартышки, у воды слышны всплески. Но иногда привычные звуки внезапно меняются. Обезьяны начинают тревожно кричать. Птицы срываются с ветвей. Все будто на мгновение настораживается. Где-то рядом появился он. Леопард движется почти бесшумно. Его пятнистая шкура повторяет игру света и тени среди листвы. Мартышки и другие обезьяны часто первыми замечают хищника и поднимают тревогу. Их крики разносятся по кронам деревьев, предупреждая всех об опасности. Это удивительно сильный и ловкий хищник. Он способен утащить добычу тяжелее собственного веса и поднять ее высоко на дерево, иногда на высоту 10 метров и больше. Там, на ветвях, туша может лежать несколько дней, оставаясь вне досягаемости гиен и других падальщиков. Ученые наблюдали случаи, когда леопард поднимал на дерево взрослую антилопу-импалу весом около 60 килограммов. Часто именно с деревьев они следят за движением животных внизу, среди зарослей, у воды или на лесных тропах. Влияние этого хищника чувствуется не только в джунглях, но и далеко за пределами. У многих народов Африки леопард издавна считается символом силы и власти. В королевствах Бенина, у народов Йоруба и Ашанти правители носили шкуры леопарда во время церемоний. Это не просто украшение. Считается, что вождь, надевая шкуру, принимает на себя качества этого хищника — смелость, решительность и право управлять. Но Конго — это не только страх, сила и охота. Здесь, рядом с опасностью, всегда существует и другой закон — закон незаметного союза. Так, на шее и спине антилопы-импалы нередко можно увидеть маленьких птиц, красноклювых волоклюев. Они склевывают с ее кожи клещей и других паразитов, находя себе пищу, а сама антилопа получает живую защиту от мучительных кровососов. Лианы и колючие заросли сплетаются в плотные стены, а мягкая, пропитанная влагой почва превращает каждый шаг человека в борьбу. Человек в этой среде лишний. Здесь правят совсем другие виды. Перед нами древний и удивительный обитатель этих вод — двояко дышащая рыба — протоптер. Это настоящий живой реликт доисторической эпохи.
Эта рыба выбирает тихие места, медленные рукава реки, заболоченные поймы и затопленные лесные заводи, где почти нет течения. Когда уровень воды падает и мелкие водоемы начинают пересыхать, протоптер не погибает. Он зарывается глубоко в мягкий ил, и вокруг его тела постепенно образуется плотный слизистый кокон. Внутри этого кокона рыба может месяцами дышать атмосферным воздухом с помощью настоящих легких. Древние особенности, сохранившиеся со времен, когда первые позвоночные только начинали выходить на сушу. В этих тихих водах протоптер занимает нишу скрытного хищника. Он медленно патрулирует дно, поедая моллюсков, ракообразных, личинок насекомых и любую мелкую добычу, которую находит в мутной воде. Густая листва остается высоко над головой, и взгляд уходит под поверхность. В темных глубинах Конго обитает гигантская тигровая рыба. Она вырастает до 1,5 метров и весит больше 50 килограммов. Ее пасть — настоящий медвежий капкан. Длинные кинжаловидные зубы почти 3 сантиметра. Она легко перекусывает даже стальной поводок рыбацкой снасти. Рыбаки говорят, если вода вдруг вскипела серебром, тигровая рыба уже выбрала цель. Порой она вырывается из воды мощным прыжком и в одно мгновение хватает добычу прямо в воздухе, пролетающую низко птицу или неосторожную летучую мышь. Всплеск, и хищник снова исчезает в темной глубине реки. В бассейне Конго обитает около 700 видов рыб. Биологи полагают, что их реальное разнообразие может превышать 1000. Многие виды еще остаются неизвестными науке. При этом около 80% рыб являются эндемиками, то есть не встречаются больше нигде на Земле. Но река — лишь часть этой огромной экосистемы. Все, что происходит в ее глубинах, тесно связано с жизнью на берегах. Именно глубина этой реки заставляет по-настоящему удивиться. Ведь подобного феномена природы мы не встретим больше нигде. Причина скрыта в ее древней истории. Миллионы лет назад огромные тектонические силы разорвали центральную часть Африки, и вода начала прорезать в породах гигантскую долину. Со временем течение вымыло настоящий подводный каньон. В среднем и нижнем течении реки течение становится стремительным. Вода с огромной силой устремляется через узкие каменные ущелья и образует десятки мощных порогов. Некоторые из них считаются одними из самых бурных речных потоков на планете. Под поверхностью скрывается сложный мир глубоких впадин, подводных скал и стремительных течений. В таких условиях формируются уникальные экосистемы. Хрустнула ветка. Большие широкие ладони раздвигают заросли листьев маранты. Из джунглей медленно появляется огромная темная фигура. Это горилла.
Перед нами взрослый самец. Серебристая спина выдает в нем вожака. Он на мгновение замирает, внимательно всматриваясь в чащу. Чуть в стороне среди лиан его клан. Несколько самок с детенышами и молодые самцы-подростки. В кронах деревьев тревожно кричат африканские серые попугаи. Это лесной народ подает сигналы. Где-то рядом опять появился хищник. Его пока не видно, но гориллы уже насторожены. Самец внимательно наблюдает за группой. Огромный, невероятно сильный и при этом удивительно спокойный и внимательный. В этих густых джунглях гориллы чувствуют себя так же уверенно, как человек в собственном доме. Нет дорог, нет троп, нет ориентиров. Только влажный воздух, тучи насекомых и густой зеленый лабиринт. Неудивительно, что такие места веками рождали легенды. В племени Бамбутти до сих пор шепотом говорят, что в этих лесах скрывается загадочное существо — Мокеле Мбембе. По их рассказам, это большой зверь с длинной шеей и тяжелым телом. Он живет в непроходимых топях, ломает деревья и способен перевернуть лодку одним ударом. Местные жители считают его хозяином этих лесов. Но гориллы об этом, конечно, не догадываются и продолжают свою неспешную дневную трапезу. А это муха ЦЦ. Одна из самых известных и опасных насекомых тропической Африки. Ее имя десятилетиями внушало страх путешественникам, исследователям и местным жителям. Она живет в тени густых лесов, вдоль рек, болот и звериных троп. Но нередко появляется и рядом с деревнями. Днем муха почти бесшумно садится на человека. Ее острый хоботок легко прокалывает кожу, чаще всего на открытых участках тела, на шее, руках или лице. Если насекомое заражено, вместе с укусом в кровь попадают микроскопические паразиты – трипаносомы. Они вызывают тяжелое заболевание, известное как сонная болезнь. Сначала на месте укуса может появиться болезненный узелок, поднимается температура, появляется слабость и сильная головная боль. Но настоящая опасность начинается позже. Паразиты проникают в мозг и поражают нервную систему. Человек начинает испытывать непреодолимую сонливость, теряет ясность мысли и координацию движений. Без лечения болезнь медленно истощает организм, приводя к коме и смерти. Конго — это не одна река, это целая водная система. Ее притоки образуют густую сеть рек и каналов, которые пронизывают центр Африки и ведут в самые труднодоступные районы континента. В среднем течении реки сезон дождей длится большую часть года, примерно с октября по май. За это время на землю может выпасть около 2000 мм осадков. Огромные зеленые просторы испаряют влагу обратно в атмосферу, создавая над рекой собственный влажный мир, словно гигантскую природную теплицу. Бассейн Конго питает второй по величине тропический лес на Земле, уступающий только Амазонии. Климат тяжелый и влажный. Реки выходят из берегов
и огромные участки леса оказываются под водой. Когда приходит короткий сухой сезон, вода постепенно отступает. На месте разливов остаются тихие лагуны, болота и извилистые протоки. Именно в этих местах собирается огромное количество живности всех видов. И именно в этих условиях растет одно из самых удивительных растений Африки — раффия королевская. У этой пальмы самые длинные листья среди всех растений на Земле. Один лист может вытягиваться почти на 25 метров, длиннее городского автобуса. Представь, ты идешь по нему как по мосту. Огромные перистые листья поднимаются над болотами и речными берегами, образуя зеленые своды над водой. В таких зарослях прячутся птицы, обезьяны и бесчисленные насекомые. А когда раффия цветет, она выпускает гигантское соцветие, одно из крупнейших в растительном мире, после которого растение завершает свою жизнь, словно отдав всю накопленную силу одному последнему цветению. И пока одни истории леса заканчиваются, начинаются другие. Солнце скрывается за горизонтом, а в темнеющем небе Конго бесшумно появляются африканские рыбные совы. Они тихо скользят вдоль воды, вслушиваясь в каждый всплеск. Их огромные глаза замечают малейшее движение. Мгновенный бросок когтей, и рыба исчезает из воды. Тропический мир же всегда погружен в тень. Густая крона и огромные листья почти не пропускают солнечный свет. В этой влажной тени лесной слон чувствует себя дома. Его дневной рацион очень разнообразен. Листья, кора, плоды и мягкие побеги. Особенным лакомством считаются упавшие плоды. Эти великолепные гиганты прокладывают свои тропы. Медленно раздвигают заросли и даже ломают молодые стволы. И через годы эти пути становятся настоящими лесными дорогами. По ним ходят не только слоны, но и другие звери. Лесные слоны живут небольшими семьями. Во главе стоит самая опытная самка, у них матриарх. Она помнит водоемы, тропы и места, где можно найти пищу в разные сезоны. Беременность у слонов длится почти 2 года, 22 месяца. Слоненок рождается около 100 килограммов. Мать кормит его до 4 лет. Очень далеко разносится их мощный рев. Так слоны переговариваются между собой, издавая низкие и протяжные звуки. Эти глухие сигналы слышно на многие километры сквозь густые заросли. Даже громкие, резкие крики птиц-носорогов не могут заглушить это тяжелое, вибрирующее эхо. Благодаря таким звукам слоны узнают друг друга, предупреждают об опасности и поддерживают связь со своей семьей. Их интеллект поразителен. Они различают голоса сородичей, помнят тропы и водоемы на многие десятки километров и год за годом возвращаются к тем же местам в глубине чащи. Иногда стадо просто замирает, прислушиваясь к земле, будто к далекому шепоту, который несет им новости из другого конца джунглей. Слоны идут по своим древним тропам, медленно и величественно, как будто время здесь почти не меняется. И если среди животных Конго именно слон кажется настоящим гигантом, то и среди деревьев Африки
тоже есть равный ему по величию. Это африканский баобаб. Он растет в саваннах и редколесьях Центральной Африки, в том числе по окраинам бассейна реки Конго. Когда баобаб начинает плодоносить, птицы прилетают сюда за мягкой мякотью и разносят семена дальше по саванне. Но к баобабу тянутся не только птицы. Его плоды поедают бабуины и другие обезьяны. Когда приходит сезон цветения, баобаб преображается. Ночью на ветвях раскрываются крупные белые цветы, живущие всего одну ночь. Через несколько месяцев появляются большие овальные плоды. Так называемый обезьяний хлеб. Внутри находится сухая кисловатая мякоть. Витамина С в ней в несколько раз больше, чем в апельсинах. А люди в Африке издавна добавляют их в напитки и каши. О баобабе в Африке ходит много легенд. Одна из них рассказывает, что когда боги создавали деревья, баобаб оказался слишком гордым. Тогда его вырвали из земли и воткнули обратно вверх корнями, поэтому ветви дерева и сегодня напоминают переплетенные корни. Многие считают, что в бассейне реки Конго нет жирафов. Но это не так. Он есть. Но он настолько необычен по виду, что кажется существом из другого мира. Это окапи. Редчайшее животное, которое встречается только здесь. Житель чащи и непроходимых лесов. Там, где свет почти не касается земли, он движется бесшумно и исчезает, так и не дав себя увидеть. В темной воде у берегов отдыхают бегемоты, одни из крупнейших травоядных обитателей Конго. Это настоящие гиганты этих вод. Они неутомимые садовники поймы. Научное название этого животного — Hippopotamus amphibius, что переводится с древнегреческого как «речная лошадь». Но к лошадям он почти не имеет отношения. Его ближайшие живые родственники — киты и дельфины. Ученые установили, что около 55 миллионов лет назад у них был общий предок. Взрослый самец может весить 3-4 тонны и достигать длины более 4 метров. Но главное в бегемоте не размер, а сила и скорость. На суше этот тяжелый зверь способен разгоняться до 30 км в час, быстрее бегущего человека. А под водой он двигается еще удивительнее. Бегемоты почти не плавают. Они бегут по дну реки, мощно отталкиваясь ногами. Одним толчком они могут пролетать несколько метров в толще воды и развивать скорость до 8 км в час. В мутной воде Конго такой многотонный силуэт может появиться буквально из ниоткуда. Бегемот способен задерживать дыхание до 5 минут. Даже во сне он автоматически поднимается к поверхности, делает вдох и снова опускается на дно. Но самое впечатляющее оружие бегемота — его пасть. Она раскрывается почти на 150 градусов, а длина нижних клыков может достигать полуметра. Эти зубы не предназначены для еды. Бегемоты питаются травой. Их клыки служат оружием. И иногда это оружие используется в настоящих сражениях. Самцы бегемотов делят реку на территории. Один взрослый самец контролирует участок воды длиной до нескольких сотен метров, где держится его группа самок. Если другой самец пытается занять эту часть реки, начинается жестокая схватка.
Два многотонных тела сталкиваются в воде. Широко раскрытые пасти бьют друг друга клыками, а вода вокруг буквально вспенивается от ударов. Несмотря на внешнюю медлительность, бегемот считается самым опасным крупным животным Африки для человека. Каждый год встречи с ними заканчиваются трагедиями чаще, чем нападения львов или крокодилов. И дело не только в силе. Бегемоты обладают крайне непредсказуемым характером. Они могут часами лежать неподвижно в воде, а затем внезапно броситься вперед с огромной скоростью. Лесные трели земноводных добавляют свои голоса в атмосферу водного пространства. Лягушки, жабы. Это древесная лягушка. Пожалуй, одна из самых известных обитательниц этих зеленых массивов. Наделенная сильным защитным токсином. Она поражает своими ярко-зелеными цветами и ядовитой кожей. Имея липкие присоски на лапках, она ловко прыгает между лианами, предупреждая хищников своим цветом. И все же это лишь один из бесчисленных голосов огромного природного хора, который не смолкает ни днем, ни ночью. Слышен шелест листьев, тихий треск древесины, шорохи в траве и тонкое жужжание. Невидимая армия насекомых работает круглые сутки. Ученые считают, что в тропических лесах бассейна Конго живет более 1 миллиона видов насекомых, и многие из них до сих пор неизвестны науке. Под ногами непрерывно трудятся термиты. Тысячи маленьких челюстей перерабатывают мертвую древесину, превращая ее в плодородную почву. А их колонии строят термитники, настоящие башни среди травы. Внутри этих сооружений скрывается сложный мир ходов и камер. Здесь поддерживается почти постоянная температура и влажность, необходимая для жизни колонии. Тысячи термитов действуют как единый организм. Одни добывают древесину, другие выращивают грибные сады. Так поступают именно некоторые африканские виды термитов, тогда как, например, их сородичи в Амазонии обходятся без такого земледелия. А третьи строят и расширяют бесконечные туннели. Как этим крошечным существам удается создавать столь сложные и продуманные конструкции, ученые до сих пор полностью объяснить не могут. Поэтому термитники считают одними из самых удивительных природных сооружений. В Конго можно встретить одну из самых необычных змей Африки — габонскую гадюку. Ее почти невозможно заметить. Она полностью сливается с опавшими листьями. Но самое удивительное — это ее клыки. Они достигают почти 5 сантиметров и считаются самыми длинными среди всех ядовитых змей на Земле. Габонская гадюка — мастер терпеливой засады. Она может лежать неподвижно часами, а иногда и целые сутки, полностью полагаясь на свой идеальный камуфляж. Но стоит добыче приблизиться всего на несколько сантиметров, и происходит молниеносный удар. Змея выбрасывает голову вперед и мгновенно впрыскивает яд. После этого она часто просто ждет. Жертва быстро слабеет,
и хищник спокойно находит ее по запаху. Ее яд не только очень сильный, но и вводится в огромном количестве. За один укус змея может впрыснуть больше яда, чем большинство других змей Африки. Этот яд разрушает ткани и кровь, быстро лишая жертву возможности двигаться. Без медицинской помощи состояние человека может стремительно ухудшаться в течение нескольких часов. Начинается сильная боль, отек и внутренние кровоизлияния. Спасти пострадавшего может только введение противоядия. Но в глубине непроходимых дебрей добраться до него часто бывает почти невозможно. Кстати, противоядие существует и для укуса черной мамбы. Хотя без срочной медицинской помощи ее нейротоксичный яд способен привести к параличу дыхания уже через несколько часов. Местные жители относятся к таким змеям с особым уважением и осторожностью. В некоторых племенах считается, что змея, лежащая среди листьев, это дух леса, который нельзя тревожить без причины. Всего в бассейне Конго обитает более сотни видов змей. Среди них встречаются изящные зеленые древесные гадюки рода Атерис, крупные лесные кобры, стремительные черные мамбы, а также десятки менее известных ужей и древесных змей. Одни живут высоко в кронах деревьев, другие скрываются среди опавшей листвы или в густых болотных зарослях, оставаясь почти незаметной частью жизни тропиков. Сначала кажется, ты видишь ее, тонкую темную линию, разрезающую гладь воды. Она движется слишком плавно, слишком точно. Змея? Нет, это птица. Африканская змеишейка. Она замирает и в одно мгновение исчезает под водой. Без всплеска, без звука. Только легкое дрожание поверхности. Конго не перестает удивлять. Под ногами слышится усиливающийся шорох. Это наступает невидимая армия. Это движется колонна муравьев-кочевников. Живая черная река из сотен тысяч насекомых. Перед этой армией разбегаются пауки, ящерицы и мелкие змеи. А над водой Конго мелькают быстрые вспышки крыльев. Это стрекозы, стремительные воздушные охотники. За один день одна стрекоза может уничтожить десятки москитов. Так среди жужжания, шорохов и тихого треска работает невидимая армия. Но даже этот древний мир не смог полностью избежать влияния человека. Когда-то в Конго жил белый носорог, северный подвид, один из самых редких и величественных обитателей Центральной Африки. В 60-е годы его численность достигала примерно 2300 особей. Но уже к 80-м годам в природе оставалось около 15 животных, и все они в пределах Конго. К началу 2000-х их стало всего 4 в национальном парке Гарамба. А после 2006 года не зафиксировано ни одного достоверного наблюдения. Так закончилась история целого подвида прямо на глазах человека. Главной причиной стало браконьерство. Рог носорога считался целебным и ценился настолько высоко, что животных истребляли без остановки. В настоящее время ситуация с популяцией носорогов такая. Северный, который жил в Конго, почти исчез.
выбит браконьерами. И южный, который сохранился значительно лучше. Его численность сегодня превышает 15 тысяч особей. Там, где на берегах реки выросли большие города, Киншаса и Браззавиль, в воду попадают сточные воды и отходы. Река несет их дальше по течению, и вместе с чистотой воды меняется жизнь в ее глубинах. Первыми это чувствуют самые уязвимые обитатели – лягушки и другие амфибии. Их тонкая кожа мгновенно реагирует на любые изменения среды. И там, где вода становится грязнее и беднее кислородом, они исчезают одними из первых. Не меньше страдает и сам лес. Джунгли вырубают, выжигают, пересекают дорогами и шахтами, очищают под поля и плантации. Когда-то здесь добывали каучук, превращая деревья в источник быстрой прибыли. Сегодня причины изменились, но давление на природу остается. И самое тревожное – мы рискуем потерять не только известных животных. За последние годы ученые обнаружили в бассейне Конго сотни новых видов растений и животных. И многие из них уже находятся под угрозой исчезновения. И все же огромные территории бассейна Конго до сих пор остаются почти нетронутыми. Природа живет по своим древним законам. Национальные парки и заповедники защищают одни из последних по-настоящему диких уголков Африки. Эти массивы удерживают огромные запасы воды, влияют на климат и поддерживают жизнь тысяч видов. На всем пространстве Конго создана обширная сеть охраняемых территорий, национальных парков и крупных заповедников, среди которых такие известные, как Национальный парк Вирунга и Национальный парк Салонга. Природа Конго по-прежнему удивительно сильна. Зеленый океан умеет восстанавливаться. Там, где еще недавно были вырубки, со временем снова поднимаются молодые деревья. Но сохранить эту живую природу можно только тогда, когда человек начинает понимать ее настоящую ценность. Но даже сейчас, в 21 веке, огромные куски Конго по-прежнему остаются нетронутыми. Там, где нет дорог, где нет людей, там лес дышит. И пока он дышит, дышит вся планета. Неизвестная река Конго.